Всем здорово, ребзя, с вами Екатпет и Валенция. И добро пожаловать на наш канал. Это рубрика очешуительных историй. Да. И у нас произошла недавно такая история, очень волнительная, напряженная для нас, и мы хотим с ней с вами поделиться. Немножечко ржачная, просто мы угораем над нашей тупостью. Ну и первое, с чего мы начнем. Катя решила отвезти нас. Почему Катя? Ты придумала, куда идти. Ну и начнем мы с того, что мы захотели найти достопримечательность в нашем любимом городе. В общем, в интернете я узнала, что есть такое место под названием Белая гора. Это место, куда можно доехать на велосипеде или прогуляться, и это, получается, будет конечной точкой маршрута, по которому вы двигаетесь. Вот. И там якобы красивое место, можно устроить фотосессию, а если спуститься ниже, то вам открываются белые песчаные пляжи и чистая речка Воронеж. И вот мы нашли место, и осталось найти путь, по которому мы будем двигаться. Яндекс.Карты или Google карты. Причем, когда я смотрела на своем телефоне в Google картах, там один путь. А когда мы смотрели на моем телефоне, у меня был совершенно другой путь. И, конечно же, мы выбрали именно тот путь, который короче и быстрее. И, конечно же, как вы уже поняли, мы об этом пожалели. В этот день у нас заканчивалась учеба в 12, и мы решили провести это время с пользой. Лучше бы мы сидели в этот день на диванчике, жрали чипсы и смотрели фильмы. Ну вот мы уже встретились, сели на автобус и поехали в путь-дорогу. Дорогу дали. В общем, мы доехали до нужной нам остановки, и дальше уже путь состоял из пешей прогулки, так скажем, где-то 1,5 часа нам показывало по картам, и, соответственно, туда автобусы уже не едут. И вот отрывки, когда мы очутились на этой прекрасной дорожке в лесу. И Катя опять называла какие-то леса и глушь. Ну вот мы вышли на эту дорожку, на видео все так спокойно, желтенькие листья, так все красиво. Но мне было немного страхово, потому что эта тропинка начиналась с того места, где ходят в туалет дальнобойщики. Да, я немножечко боялась этого. Как только мы увидим машину, мы побежим в разные стороны. Согласна? Смотри, только не потеряйся. Ты чё, мой батя спецназ, охотник. Он научил меня ориентироваться в лесу. Конечно. Мы по тропинке-то плутаем. У нас есть Яндекс.Карты. Спустя 5 минут мы захотели попить водички, потому что мы уже устали. Пейзажи нас действительно удивляли. Этот загадочный лес, очень красивые деревья. И мы решили остановиться и сделать пару снимков. Да, но почему-то, как только мы останавливались, на нас обрушивался рой ос. Я не знаю почему. Минимум 3 осы точно было, когда мы останавливались. Просто налетали и садились на нас. И вот почему я так подскочила после одной фотографии.
Приплыли. Где ты видишь там тропинку? Гремлин. Ну, показывай тропинку, которую ты нашла. Угу. Угу. Класс. Просто гном. Переросток. Знаете, что это значит? Мы освобождаем путь от паутины. Таким образом. Это наш страх. Мы боимся пауков. И тут наша красивая тропа заканчивалась. И начинается самое интересное. Тот момент, где мы заплутали. Валя, куда мы зашли? Валя, по-моему, дерево падает. Но знаете, самое интересное не то, что мы сошли с тропинки, а самое интересное то, что мы пошли дальше. Тропинки уже не было, но мы почему-то просто перлись вперед, поэтому смотрели на картах, видели, что типа там есть дорога и должна быть дорога, и мы просто шли вперед. Дороги не было, мы уже пробирались через чащу какую-то. Деревья просто обвалены, внизу лежали, и мы через них перелазили, там, не знаю, от паутины отмахивались, через эти ветки пробирались. В этом лесу просто тропинки не было, но почему-то мы перлись и перлись вперед. Песос. Куда мы пришли? Куда идти? Мы уже тропинки не видно, уже просто лес. Она до сих пор по Яндекс.Картам ориентирует. И вот, когда мы уже 20 минут пробирались через какую-то чащу, мы, конечно же, не хотели идти назад, потому что по картам нам показывало, что впереди есть дорога, по которой ездят машины. Короче, я не знаю, делай, что хочешь, но назад я не пойду. Рано или поздно мы придем к дороге. Просто параша, мы уже полчаса пытаемся найти тропинку и до сих пор шастаем в каком-то дремучем лесу. И после этого видео нам очень стало страшно, потому что впереди мы увидели какой-то стрёмный дом. Знаете, этот дом похож на дома, которые вот я обычно в Симсе строю. Вот, примерно такого дизайна дом, да. Мы безумно испугались, потому что мало ли кто там вообще может сидеть, какой-нибудь там маньяк. Ну, хотя, может быть, там и вообще никого не было, и мы все это, как обычно, накручиваем. Но факт остается фактом, что мы просто испугались и начали обходить этот дом. Еще минут 15 мы обходили этот дом. Мы бы спокойно обошли этот дом за 5 минут, если бы это была просто дорога. Но так как это была чаще леса, постоянно какие-то деревья обвалены, нам приходилось через них перелазить. Ветки там кругом, мы боимся пауков жестко. Каждая паутина, это чуть ли там не с визгами, не ссорами, убегаем в другую сторону. Поэтому мы так долго обходили этот дом. И вот, когда мы на далекое расстояние от него ушли, мы увидели, что? Столбы. Столбы. Я такая приглядываюсь, моим, зрением -4, я приглядываюсь, что это там такое. Мы все-таки решили подойти и посмотреть, что это. А оказалось, это забор. Это столбы и обвязаны колючей проволокой. То есть просто такой забор из колючей проволоки. И причем никак не перелезть, ни сверху, ни снизу, никак не пролезть вообще через этот забор. Там натянута куча вот таких вот проволок и еще и крест-накрест, чтобы вообще никак не перелезли. Ну, после этого мы, конечно же, еще больше запаниковали, потому что мало ли что там могло быть. Да, мы вообще не знали. Я вообще жестко психовала, потому что со мной вот это вот... Вот это вот! Со мной, и я очень с нее испугалась, и я просто начала психовать. Ну, мы нашли маленькую полянку, где просто сели. Я бы не сказала, что это полянка. Это место, где была трава, и причем под травой была паутина. То есть мы просто даже сесть не могли на эту траву. Ну вот мы сели на корточки и решили немного передохнуть и как бы обсудить все, что сейчас происходит. Да, нормально, без психов, без вот этих вот
нас убьют, нас маньяки похитят и все такое. Мы решили просто сесть и обсудить сложившуюся ситуацию, потому что она была немножечко стрессовой. Очень стресс, я сказала. Просто стресс! Спокойно, спокойно. Ну вот у нас оставалось два варианта. Либо идти назад, где-то часа полтора, либо идти все-таки вперед и найти эту дорогу. И, конечно же, мы выбрали вариант номер 2. Зачем же нам возвращаться назад? Мы же еще не достигли цели, которую поставили себе. Мы идем, и я вижу, что по карте мы приближаемся к каким-то квадратикам, типа зданиям. Я нажимаю на эти здания, чтобы узнать, что это вообще такое. И карты не выдают значения, то есть просто написано, типа, мало информации, недостаточно информации. И тут я немножечко пересерилась, мягко сказать. Я не знаю, мне становится плохо, мне надо обязательно это с кем-то обсудить повзрослее вот этого ребенка моего, который, так скажем, я веду своего ребенка куда-то в лес, там какие-то здания непонятные, и мне надо просто позвонить своей подруге и узнать информацию. У меня не было инета на телефоне, и у нее не было интернета. У нас связь была, но ловил телефон только Ешку. И в интернете мы не смогли ничего, конечно же, узнать. Мы потерялись в лесу. Мы сидим и не знаем вообще, как нам выйти. Мы сейчас позвонили подругам и ждем, пока они посмотрят по картам, куда нам идти, потому что у нас здесь нет связи. Точнее, связь есть, а интернета нет, не ловит. Мы просто сидим в ебаном лесу. Ни души. Я никогда не пойду в лес без бати. Это просто жесть. Я позвонила своей подруге, они там нашли эту информацию, оказывается, там рядом какой-то аэропорт, и вообще эти здания заброшены. Мы рядом с заброшками какими-то, мы видели колючий забор, и у меня все это вот ассоциация с каким-то фильмом типа «Пила», где нас заберут куда-нибудь и начнут резать, кромсать на кусочки. О боже. И подруги сказали нам, чтобы мы для безопасности своей же разворачивались назад и дули лучше домой. Я просто разворачиваюсь и начинаю втапливать просто по прямой. У меня жесткий адреналин от этой вообще ситуации. И я просто бегу. Бегу первая, потому что кто-то боится пауков. Я очень тоже сильно боюсь пауков. Но я расчищала нам путь. На самом деле я вообще спортом не занимаюсь. Если Катя хоть как-то качает себе ноги, качается вообще, да, и почему-то я жирее тебя, то я вообще не занимаюсь спортом, и как бы у меня мышц вообще нет. Катя бежит уже минут 20, я уже просто на последнем издыхании. Я еле как докричалась до Кати, чтобы она остановилась. Да блин, ты так кричишь. Я ничего не услышала. Я не виновата, что ты глухий, бабушка. И вот мы бежали минут 40-50, и локация уже стала о чем-то напоминать. Да, и наконец-то мы нашли нашу любимую тропинку. Я так обрадовалась, когда ее увидела. Мы выжили, ребята, это жесть. Мы вернулись на нашу тропу, с которой вот как раз это место, где мы потерялись. Мы добрались в целости, в сохранности. Ну, нам еще 30 минут по этой дорожке странно идти, по которой никого нет. Надеюсь, не будет. Победа. Ну вот мы только в 5 часов вечера вышли из этого грёбаного леса. Вот на этом наше похождение закончили. Похождение императора Куска. Куска, вперед! В общем, какой вывод? Не доверяйте картам, проверяйте каждую дорогу и не сходите с тропы куда-то в глушь, в лес, если вы не уверены, что сможете найти сами тропинку. Это хорошо, что у нас была еще связь, мы могли позвонить друзьям. Но представьте, у нас не было бы связи, мы просто в лесу потерялись, потому что
без ориентира какого-либо мы не смогли бы выйти. Да уж. Ну вот наша утешительная история подошла к концу, так что ставим пальчики вверх. Подписываемся на канал. С вами была Екаспет И Валенсия. и Пакеты.